Здравствуйте все! Сегодня мы будем делать кулон из серебряной глины и вместе пошагово пройдем все стадии. Включайте вашу любимую музыку и приступаем. И начнем мы с материала для изготовления модели нашего кулона. У меня пластилин на восковой основе средней жесткости. Можно использовать и обычный пластилин или воск. Главное, чтобы он был достаточно твердым для того, чтобы держать детали, но и не слишком твердым, чтобы можно было все-таки из него лепить. Начинаем мы с того, что делаем базу, основу рельефа, раскатываем материал, пластилин до состояния той толщины, которая нам нужна для кулона. Я решила не лепить сразу из серебряной глины, потому что она достаточно вязкая и тоненьких, аккуратных деталей из нее может не получиться. Поэтому сначала я изготавливаю модели из другого, более удобного материала. Как видите, толщина 1 мм. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы сделать основу для рельефа. Вот инструменты, которые я обычно использую для работы с мелкими деталями. Это и косметологический набор, который я приобрела на AliExpress. Очень удобный, всем советую, маленькие петельки. Эта лопаточка, понятия не имею, для чего она в оригинале. Все эти инструменты я покупала на барахолках или находила где-то в ящиках у дедушки. И главное, чтобы это были удобные, тоненькие, твердые инструменты с разными окончаниями, с которыми вам удобнее работать. И сейчас я буду определяться с размером и формой моего кулона. Вам важно понимать, что серебряная глина при обжиге усаживается на процентов 10-12, и, соответственно, конечный кулон будет меньше немножко размером, чем то, что вы лепите. Я решила выбрать форму овала, и с первого раза у меня не вышло. Я решила сделать немножечко другую форму, более приплюснутую, и сейчас буду ее вырезать. Я изначально расположила свой кусочек пластилина на небольшой дощечке, с которой удобно работать, ее поворачивать. И сейчас отрезаю все лишнее канцелярским ножом. Старайтесь, чтобы форма вашего кулона была как можно более аккуратной. И если вам что-то не нравится, смело исправляйте это. Теперь мы принимаемся, собственно, за сам рисунок рельефа, который будет на этом кулоне. Основной секрет рельефа состоит в том, что он, даже самый тонкий и аккуратный, должен выдаваться над поверхностью подложки. И я начинаю с того, что слегка убираю материал по контуру от моего рисунка. Таким образом, рельефчик уже будет выделяться над поверхностью. Если фон пока что неаккуратный, ничего страшного, мы его поправим потом в процессе лепки. И опять же, чтобы рельеф хорошо выдавался над поверхностью плинта, над поверхностью фона, я начинаю с краев. Укладываю материал вдоль контура рисунка по внутренней части его. Для этого я уже использую инструменты, потому что работа очень мелкая, и я хочу, чтобы все было максимально аккуратно. Сначала я укладываю материал по контурам рельефа, чтобы создать эту толщину, для того, чтобы рельеф отделялся от поверхности фона. И создаю необходимый объем, который мне нужен с художественной точки зрения. Постепенно я добавляю детали, пользуюсь петельками или приглаживающими лопаточками. Вы сами являетесь судьями тому, насколько хорошо и достаточно проработана ваша скульптура, ваш рельеф. Когда вы довольны, можно приступать к формовке. Для этого я использую пластилин обычный, уже
достаточно мягкий, чтобы его было удобно раскатывать. Это может быть абсолютно любой пластилин любого цвета. Главное, чтобы он был не слишком жирный, с ним было удобно работать, средней мягкости. Из него я делаю такую равномерную колбаску, которую можно тоже раскатать пальцами. И дальше использую что-то типа мини-скалки. Я просто взяла деревянную цилиндрическую палочку и расплющиваю равномерно эту получившуюся пластилиновую колбаску. Она нужна для того, чтобы из нее делать бортик. Можно несколько раз перевернуть стороны этой колбаски, получающейся ленты, чтобы была равномерная толщина. Проверяем, подходит ли по длине. Она должна образовывать бортики вокруг нашего рельефа и должна быть сантиметра на 1,5-2 выше, чем поверхность рельефа. Я отрезаю краешки для того, чтобы получился ровный бортик со всех сторон. Мы их потом слепим между собой. И возвращаем наш кулон, отрезаем аккуратно вторую сторону бортика, чтобы было удобно скрепить его между собой. Проверяю, подходит ли длина все еще. Подходит. Мы должны скрепить эту ленту между собой аккуратно, чтобы она не разлепилась во время работы с гипсом. Если сверху чуть-чуть будет неровный бортик, не страшно. Главное, чтобы он был ровный снизу, там, где прикасается к поверхности дощечки. И еще раз проверяю, равномерно ли бортик отстает от моего рельефа. Расстояние, как видите, где-то 1 сантиметр, учитывая, что ширина рельефа где-то 1,5 сантиметра. И сейчас мы должны зафиксировать этот бортик на моей подложке, дощечке. Для этого делаю такую тоненькую колбасочку, которую с помощью мягких, но уверенных нажатий прилепляю вокруг шва, образующегося между бортиком и дощечкой. Задача выполнена. Смотрите внимательно, чтобы нигде ничего не отставало, не было никаких щелей, через которые может вылиться гипс. Теперь я отмечу, до какой высоты мне нужно налить гипс. Задача создания этой простой формы в том, чтобы гипс равномерно охватывал со всех сторон нашу модель. Нам понадобится вот такой прозрачный мягкий пластиковый стаканчик. Я просто обрезала бутылку, в которой мы наливаем воду и потом насыпаем сверху гипс. Я использую самый лучший мне доступный гипс. Нужно, чтобы это был ни в коем случае не алебастер. Нужно, чтобы это был высокопрочный, белый, качественный гипс. Мы добавляем его до тех пор, пока островок сухой не перестанет исчезать над поверхностью воды. И потом хорошо размешиваем. При этом стараясь не болтать слишком сильно, чтобы не замешать туда слишком много пузырьков с воздухом. Размешивайте хорошо до тех пор, пока он не будет напоминать такие жирные сливки. После этого нужно освободить нашу смесь от заключенных внутри пузырьков воздуха, которые вы видите на поверхности. И для этого мы берем ложечку и аккуратно собираем их и выкидываем в любое удобное место. И никогда не выкидывайте гипс в раковину. Всегда сильно разбавляйте его водой перед этим, а лучше выкидывайте в мусор, потому что иначе будет сильный засор. Постучите хорошенько по краям вашего стаканчика, гипсовки, чтобы удалить по максимуму пузырьки с воздухом. И теперь нам нужно очень аккуратно залить этот гипс, чтобы не создать новых пузырьков воздуха на наш рельеф. Предлагаю вот так наклонить поверхность и аккуратно заливать сбоку таким образом, не провоцируя образование новых пузырьков воздуха.
Когда вы долили необходимое количество гипса, помните, у нас там была замечена рисочка, по которой можно ориентироваться. Постучите еще несколько раз по поверхности вокруг рельефа, по столу, повибрируйте так его, чтобы вышли нежеланные пузырьки воздуха, которые могут прилипнуть к поверхности и испортить наш тонкий рисунок. И для уверенности я взяла кисточку средней мягкости, чтобы не поцарапать свою модель. И прохожусь еще раз ей по поверхности рельефа, чтобы точно удостовериться в том, что никакие пузырьки не испортят его поверхность. Пока гипс жидкий, можно проводить над ним все эти манипуляции. Он остается жидким от 2 до 4 минут после того, как мы размешали его в воде. Нужно работать достаточно быстро. Теперь нужно подождать как минимум 40 минут, чтобы гипс окончательно встал. После того, как это произошло, я разбираю нашу форму, убираю бортики. Будьте внимательны, пластилин теперь немножко запачкан. Если вы хотите использовать еще раз, нужно будет хорошенько его очистить от остатков гипса. Теперь я возьму канцелярский нож и обрежу остренькие края у нашей формы. Это нужно для того, чтобы они хаотично не обламывались в самый ненужный момент и не оставляли вокруг крошку из гипса. Теперь мы аккуратно беремся за форму и отрываем ее от поверхности. Вот этот краешек гипса я тоже немножко обрежу, чтобы тонкие ломкие края не мешали мне потом в работе. И теперь самое интересное, нужно достать из формы пластилиновую модель. Не берите острый край вашего инструмента для того, чтобы подцепить ее. Возьмите что-нибудь с тупым краем, чтобы не повредить гипсовую форму под моделью. И вот так вот аккуратно мы убираем ее. Видите, все получилось достаточно удачно, никаких крупных пузырьков я не вижу, вся форма сохранена в точности. Ну а теперь самое интересное, мы приступаем к отминке серебряной глины нашего рельефа, кулона. Вот так вот хорошо здесь все запаковано герметично, она не должна высыхать. Если вы еще не пользовались серебряной глиной, это очень классный, удобный материал, который, по сути, представляет из себя мелко размолотое серебро с водой и соединителем. В перерывах между работой держите ее хорошо герметично завернутой, чтобы она не засохла. Но если засохнет, не страшно, ее можно размочить с помощью воды. Вот такой вот замечательный пластичный абсолютно материал, похожие на глину. Я взяла кусок пекарской бумаги для того, чтобы серебряная глина не прилипала к поверхностям. И сейчас отрежу необходимый мне кусочек серебряной глины. Для этого берем чистый нож, чтобы никакие примеси не оказались в нашем драгоценном материале. И отрезаю необходимый по размеру кусок. Если вы взяли слишком небольшой кусок, ничего страшного, просто отрежьте еще немного. Эта глина прекрасно сама на себя лепится. Не забываем убирать все обратно в герметичную упаковку до следующего раза. Вот такой вот у меня замечательный кусочек. Сейчас я ради любопытства взвешу его, чтобы знать, сколько брать для такого размера рельефов материала. Получилось чуть меньше 5 грамм глины. И сейчас мы будем раскатывать его в равномерный блинчик, используя нашу мини-скалку. Она должна быть с равномерной поверхностью, чтобы не оставить следов и насечек на вашем мягком материале. Действуйте не торопясь, аккуратно. Если вы чувствуете, что глина подсыхает, можете взять на кончик пальцев буквально капельку воды и смазать ее, чтобы она не трескалась. Кажется, подходящий кусочек
получился. Он, естественно, по толщине должен быть примерно такой же, как ваш рельеф, или чуть потолще. Если будет много, можно будет потом убрать. И теперь аккуратно мы отминаем его по нашей форме. Аккуратно отминаем его по нашей форме. Старайтесь такими мягкими, плотными движениями, чтобы она не прилипала к вашим пальцам, как это происходит у меня, придерживая, уверенно проминаем каждый маленький кусочек, чтобы все детали на ней отпечатались. Если у вас за края чуть-чуть выходит материал, это не страшно, мы его после обрежем. Не вдавливайте слишком сильно материал в свою форму, чтобы он не уходил внутрь. Нам нужно все-таки соблюсти ту толщину кулона, которую мы для себя наметили. Видите, у меня получается вот так вот абсолютно вровень с толщиной формы. Пройдитесь несколько раз аккуратно пальчиком, и вот как раз за эти остатки материала лишние, так вот удобно, но аккуратно нужно потянуть наш рельеф из формы. Видите, с краев слегка прилипает. Нужно действовать очень нежно и осторожно, чтобы не испортить наш отпечаток. И вот так вот у нас все прекрасно получилось. Если вы видите сейчас какие-то небольшие погрешности, их совершенно несложно будет в постобработке убрать. Вот, например, как эти маленькие трещинки по краям. Если же вы видите погрешности большие, то лучше этот кусочек смять и заново попробовать отмять свою модельку в форме. Сейчас я взяла острый инструмент и удаляю ненужные куски материала. Чтобы он не прилипал к глине, я слегка смочила его в воде, которая у меня рядом стоит. Вот в такой вот маленькой чашечке. Очень удобно. Я зачерпнула маленькую капельку воды, смочила оставшийся кусочек, чтобы подложить его обратно к моему материалу. Он, помните, это серебро, он драгоценный, поэтому мы его не выбрасываем, а используем в следующий раз. Для того, чтобы вот этот кусочек пластика лучше приклеился к серебряной глине, я чуть-чуть смочила капелькой буквально воды, и теперь он плотно прилегает. Не поливайте слишком обильно водой глину, иначе она просто раскиснет. И теперь приступим к постобработке. Я взяла маленькую кисточку с водой, совсем чуть-чуть, и собираюсь промазать всю поверхность, чтобы избавиться от маленьких трещин и сухости, которая образовалась из-за контакта материала с гипсом. Гипс очень гигроскопичный, он впитывает в себя влагу моментально. Вот так вот аккуратно, не используя слишком много воды, я прохожусь по поверхности, чтобы убрать все маленькие несовершенства, небольшие трещины или пузырьки, которые мне не нравятся. Помимо инструментов можно, конечно же, использовать собственные пальцы, любые стеки, которые вам нравятся. Поворачивайте всегда модель так, чтобы вам было удобно, чтобы металлические инструменты не прилипали к глине. Смачивайте их совсем небольшой капелькой воды. Сейчас, пока глина влажная, можно довести до ума вашу модель, подчеркнуть те детали, которые вам хотелось подчеркнуть, и оставить ее высыхать. После того, как рельеф полностью высох, на следующий день, так как он достаточно тоненький, можно использовать наждачку для того, чтобы зачистить все неровности. Я сворачиваю вот такой удобный треугольничек из достаточно крупной наждачки и прохожусь сначала ей по поверхности. Кисточка помогает убирать ненужную пыль. Если вы будете дуть на эту пыль, она будет везде разлетаться, а кисточкой можно легко ее стряхнуть.
Теперь я беру кусочек наждачки и кладу ее плоской стороной на стол, чтобы зачистить заднюю поверхность модели. Она должна быть прямой, гладкой, чтобы можно было ее заполировать и чтобы она выглядела хорошо на конечном изделии. Сейчас можно также поправить основную форму овала, если она кажется вам недостаточно симметричной. Зачистить острые края, если вам это требуется. Мне хочется, чтобы рельеф был такой обтекаемый, гладкий, приятный на ощупь. После того, как вы все обработали в более крупной наждачке, возьмите самую мелкую, 1200 или 1500, и добейтесь предельной гладкости вашего рельефа, если вам это нужно. Я еще беру вот такой острый металлический инструмент для того, чтобы подчеркнуть какие-то акценты на моей модели, которые мне хочется, чтобы были более контрастными. Острый металлический инструмент позволяет создавать более четкие, тонкие, заметные линии. После того, как вы зашкурили поверхность и привели ее в максимально подходящее вам состояние, начинается самая интересная часть – обжиг. Для обжига я использую вот такую очень простую горелку со сменными баллонами. Ничего более сложного вам не нужно. И мы поджигаем пламя, не слишком большое, не слишком маленькое, и начинаем плавно прогревать нашу модельку. Конечно, нужно, чтобы к этому моменту она была абсолютно сухой, иначе это приведет к трещинам, деформациям или вовсе разрушению. Нагревать нужно ровно до того момента, когда металл станет такого ярко-красивого вишневого цвета. Дальше в видео это будет более заметно. Как только она раскаляется, примерно до такого состояния, нужно убирать огонь для того, чтобы не перегреть изделие, потому что оно начнет плавиться. Каждый раз накаляем, убираем, даем буквально секунд 10 остыть. И всего после 3 минут обжига мы получаем наше конечное металлическое изделие. Сейчас мы будем его полировать, чтобы оно стало блестящим и красивым. Для этого я сначала использую стальную шерсть. Вы отрезаете небольшой кусочек или отрываете, как вам больше нравится. Вместо стальной шерсти можно использовать мелкую металлическую щетку. Это для того, чтобы счистить вот этот верхний белый слой кристаллизированного металла. Хорошенько со всех сторон обрабатываем, залазим во все щелочки, чтобы убрать вот этот белый налет. И результат не заставил себя ждать, все уже блестит и сверкает, но я хочу, чтобы поверхность была еще более гладкой, и беру вот такую наждачку, которой буду обрабатывать мой рельеф со всех сторон. Сзади, спереди, залазя во все неровности, проходясь по всем поверхностям, чтобы добиться красивого полированного результата для моего ювелирного изделия. Ура! Мы уже на финишной прямой. После наждачки завершающая часть – это полировочная паста, нанесенная на замшу. И ей мы тоже проходимся по всем местам, которые мы хотим, чтобы блестели. Я уже сделала это заранее, и вы видите, как зеркально сияет мой рельефчик. Ура! Я поздравляю нас! Этот тяжелый интересный путь пройден, украшение готово. Огромное спасибо за внимание и жду ваших комментариев.